Всем привет! Это подборка не про новые фильмы и сериалы. Я решил сделать кое-что новенькое. Объединить лучшее в определенном жанре. И сегодня поговорим про камерные фильмы. Вы спросите, что еще за камерные фильмы? Это ленты, в которых действие происходит в одном помещении. Обычно там немного действующих лиц, и основной упор делается на интересной истории и диалогах. Кому-то такие фильмы покажутся скучными, но если вы смотрите кино ради интриги, актерской игры и шикарных диалогов, то ставьте лайк и поехали! В этом фильме нет ни спецэффектов, ни знаменитых актеров, зато много крутых диалогов и интересных философских размышлений. Джон Олдман проработал 10 лет в одном из местечковых университетов, после чего внезапно решил уехать. И коллеги устроили прощальную вечеринку, но мало кто догадывался, чем она обернется. Джон признается уже бывшим коллегам, что живет почти 14 тысяч лет, а в ответ на шутки и недоверие начинает рассказывать истории из жизни. И в какой-то момент коллеги начинают сомневаться, задавать все больше вопросов, пытаться вывести обманщика на чистую воду. Но у него есть ответы на все вопросы. Кто такой Джон Олдман? Правдив ли его рассказ, или он просто шарлатан с подвешенным языком, которому удалось обвести вокруг пальца образованных коллег? Если заинтересовались, обязательно посмотрите. Друзья собираются поужинать вместе, и в процессе беседы им приходит в голову занимательная игра – положить свои телефоны и зачитывать вслух все входящие сообщения. И выясняется, что друзья не такие уж и друзья, а скрытая личная жизнь есть почти у каждого. Фильм затрагивает сразу кучу проблем современного общества, от влияния технологий на отношения до толерантности и понятий морали и нравственности. А благодаря отличной игре итальянских актеров сатира получилась очень реалистичной. Кстати, эта рубрика выходит каждую неделю, так что советую подписаться, чтобы не пропустить. Зачем ты пальцем сделал? Дебил. Продолжу свою подборку фантастическим фильмам, который в свое время многие не заметили. А зря. Сэм Белл работает на добывающей станции на темной стороне Луны. Подходит к концу его 3-летняя смена. Он очень хочет увидеть семью, но вместе с ним на станции работает только робот Герти, говорящий голосом Кевина Спейси. У Сэма начинаются галлюцинации из-за долгого пребывания в одиночестве, в результате которых он попадает в аварию на луноходе. Очнувшись, он не помнит происшествия, но обнаруживает в поврежденном луноходе точную копию себя. Луна – отличный способ показать, что для съемки хорошей фантастики не нужен огромный бюджет. Отличные декорации сделаны в классическом стиле, напоминая о старых фильмах. Деталям интерьера уделялось максимум внимания. Сэм Роквелл, по сути единственное действующее лицо, сыграл на все 100, а сверху Луна отполирована до блеска музыкой Клинта Мэнсела. В жанре камерного фильма можно снять и фантастику, и даже триллер. У «Связи» небольшой бюджет и тоже нету известных актеров, но сюжет захватывает настолько, что весь фильм смотрится на одном дыхании. Несколько пар собираются на дружеский ужин, во время которого начинают происходить странные вещи. Сначала трескаются экраны смартфонов, потом пропадает связь, потом электричество. Как раз в этот день мимо планеты пролетает так называемая комета Миллера, с которой и связано происходящее. Несмотря на камерность, фильм очень динамичный. В первую половину напряжение растет по нарастающей, а загадки сваливаются одна за одной. И лишь под конец подвозят ответы на все вопросы. Или не на все. По произведениям Кормака Маккарти сняли такие фильмы, как «Старикам тут не место» и «Дорога». В нашей подборке фильм по его пьесе, в которой сыграли всего 2 актера. Но зато каких! Фактически весь фильм — это диалог Джонса, который играет разочаровавшегося в жизни профессора, и проповедующего Джексона. Последний спасает профессора, который собирался броситься под поезд, и приводит к себе в бедно обставленную каморку. Белый поначалу молчит, пытаясь сбежать и завершить начатое, а черный уговаривает его остаться, устраивая целую лекцию по поводу веры и Библии, пытаясь пробудить в белом тягу к жизни. Поначалу кажется, что фильм – своеобразная религиозная пропаганда, но потом слово берет белый, и атмосфера меняется кардинально. Бессмысленность существования, ужас и обреченность в словах белого звучат настолько жутко, что черный понимает – нужных слов у него в арсенале просто нет. Не забывайте ставить лайки, если это видео было полезным для вас.
Также советую скинуть этот ролик своим друзьям, пусть тоже годное кино смотрят. А я прощаюсь и оставляю вас с размытым экраном. Предлагайте темы для следующих подборок в комментариях, спишемся внизу.